Вы на канале Крипто.ру. Смотрите вторую часть перевода видео от автора CryptoFactor, где он делится своими прогнозами о сезоне альткоинов. Если первую часть пропустили, она уже на канале. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк, чтобы всегда быть в курсе важных новостей и инсайтов из мира крипты. Итак, вот у нас Virtuals. Мы говорим, что Virtuals хорошо себя покажет, потому что она уже превзошла биткоин. Это ИИ-агент на блокчейне Base, сделанный в Америке и бла-бла-бла. Все с ней хорошо. А что еще здесь может вырасти? Одна из причин успеха Virtuals — это то, что монета перезагрузилась, совершила второй забег. Была создана бонусная система, чтобы остановить мошенников и снайперов. Чтобы добраться до токенов Genesis, нужно набирать очки. Для набора очков нужно либо держать у себя Virtuals, баллы накапливаются автоматически, либо торговать на платформе Virtuals, баллы накапливаются автоматически, или держать у себя Vader. И у меня вопрос, почему Vader, а не другие монеты? И я такой, подождите минуту. Если Virtuals — это наша голубая фишка среди ИИ-монет, то не мог бы Vader стать нашим высокорисковым вариантом, потому что вы и так хотите держать его у себя. Если мы посмотрим на Vader, перейдем в раздел «Месяц» и откроем другие позиции, я думаю, Vader должен быть где-то здесь. И, кстати, я продал AIXBT. Перенесем ее в Watch List, потому что я ее переоценил. Но Vader должен быть где-то здесь. Дайте посмотрю. Или он не существовал месяц назад? Да нет, вроде должен быть. Но я его не вижу. А вот он, в нижнем правом углу. Итак, вот у нас Vader. Цена снизилась на 7,2%. Это не так плохо по сравнению с Game, Render и так далее. Да, он не зеленый, но мы можем войти в него рано. И если Virtuals вырастет, то, скорее всего, Vader тоже вырастет. Перейдем в раздел «Год». Его еще не существовало. Итак, Vader — это один из возможных вариантов. Конечно, Hyperliquid подойдет, как и Cookie. Ordi и так была долгосрочным вариантом. Посмотрим, что с ней будет. AI-Tech тоже из сферы ИИ. Может, иметь позицию из ИИ будет хорошей идеей. У BNB тоже все хорошо. А если у BNB и ИИ-агентов все хорошо, то какова голубая фишка среди ИИ-агентов в сети BNB? Это Cookie. И посмотрите, у нее все хорошо за месяц. А если посмотрим картину за год, то у нее все еще все хорошо. 41%, и она может вырасти еще. Таким образом, мы можем искать конкретные монеты, которые вырастут. Какие еще есть монеты? Sui. Если у Sui все будет хорошо, поскольку это нарратив Base, я думаю, что Base вырастет так же, как и Solana. И если у нее все будет отлично, то и у ее экосистемы все будет отлично. Мы покупаем Sui и приобретаем небольшие позиции в ее экосистеме. И для меня это будут... Давайте посмотрим. Вероятно, это будут Walrus и DeepBook. И да, вы можете приобрести ИИ-монету. Например, Colin, так? Это тоже ИИ-агент на Sui. А голубой фишкой, вероятно, будет Sui AI, поскольку Sui AI — это Virtuals сети Sui. Конечно, у Walrus и DeepBook все должно быть хорошо. Посмотрим, найдем ли мы их тут. На годовой странице, наверное, не найдем, потому что они относительно новые. По идее, я смогу их найти на месячной странице. Так, извините. Да, вот DeepBook. Минус 23%. Вот и скидка. Это дно? Нет. Это рисковый вариант, но это хороший вариант, если это имеет смысл. Мы говорили про Cow, и у Cow тоже все хорошо. Опять же, я думаю, что ее нет на годовой. А есть. Цена упала за год, но монета еще может вырасти, так? Тут есть несколько монет, которые... Вы должны знать, когда игнорировать красный, а когда не игнорировать красный. Но вы хотите собрать портфолио из избранных криптовалют, из избранных альткоинов. И грядущий сезон альткоинов будет сезоном нескольких альткоинов. Я вновь изобретаю термин. Так же, как я изобрел термин «мини-сезон альткоинов», потому что, насколько я знаю, только я его использую вновь и вновь.
Теперь я заявляю, что у нас будет сезон нескольких альткоинов. Не только я говорю об этом. Другие люди тоже говорили об этом, но не называли это так. А я несколько раз говорил о том, что у нас будет сезон нескольких альткоинов и еще один полноценный сезон альткоинов. Мини-сезон альткоинов превратится в сезон нескольких альткоинов. Мы можем ошибаться. Может, все альткоины начнут расти бешеными темпами. Трудно представить, но такое возможно. Очень просто. Многие говорят, что в мире более 50 миллионов. В мире более 50 миллионов криптовалют, включая мемные. И по мере того, как превосходство биткоина растет, многие альткоины падают вниз. И хотя некоторые монеты вырастут, остальные к концу рынка будут на дне и с такой низкой ликвидностью, что даже если вырастут, то много не принесут. У нас будет такой сезон альткоинов, что самыми безопасными вариантами, которые принесут прибыль, будут несколько альткоинов, если это имеет смысл. Так, теперь сделаем паузу. Не то чтобы пауза, но я поговорю с вами кое о чем. Я покажу вам альткоины, которые, по моему мнению, хорошо себя покажут и которые я держу у себя. Но у меня есть группа VIP Factor, в которой можно смотреть эти видео раньше всех остальных. Ее члены посмотрели это видео в раннем доступе, и я выкладываю там другие ролики. У членов группы круглосуточный доступ ко мне. Они задают вопросы. Есть ежемесячные AMA, Ask Me Anything сессии и так далее. Они могут посмотреть мое портфолио. Мы семья Factor Fam. И я просто хочу, чтобы вы посмотрели. Просто посмотрели. Вам не нужно ничего покупать, так? Давайте покажу, в чем суть, если вы не против. Этот ролик не спонсирован, так что, по-видимому, я сам его проспонсирую. Если вы откроете сайт cryptomarketingcoach.com и кликните по кнопке VIP Factor, я также оставлю ссылку на VIP Factor в описании ниже и вот здесь, вверху экрана. За $69 в месяц. Кстати, в какой-то момент цена вырастет, но вы получите несколько вещей. Обновление портфолио криптовалют, ежемесячные созвоны в Zoom и AMA, скидки только для членов VIP-группы, доступ к частной группе в Telegram, эксклюзивные видео, и я добавлю сюда видео в раннем доступе. Ранний доступ к проектам и белому списку, ответы в реальном времени и так далее. И слушайте, это стоит $69 в месяц. Можете попробовать. А это цена пожизненной подписки. Я рекомендую начать с $69 и посмотреть, как все пойдет. Если вам не понравится, то можете отменить подписку в любой момент, без вопросов. Ну ладно, я могу спросить, в чем причина и что я могу улучшить. Но в целом никаких вопросов. Я не заставляю вас платить. Просто проверьте. И люди счастливы. Людям в группе весело. Мы много чего делаем. Так что проверьте. Можете найти ссылку в описании внизу. Или откройте cryptomarketingcoach.com/b/VIP Factor и посмотрите. Так, теперь поговорим о монетах, которые, как я думаю, взлетят в этом цикле. Так, мы уже говорили о Суи и ее экосистеме, говорили о Као. Еще у меня есть Pixel, это игровой вариант. И я думаю, что она будет своего рода Axie Infinity. Я думаю, что если игры начнут расти, то Pixel хорошо себя покажет. И я хочу держать у себя игровую монету. Конечно, я держу ETH, но я думаю, что некоторые из этих монет его превзойдут. BEAM — это долгосрочный вариант для меня. Она связана с ИИ и играми. У меня есть ноды. У нас есть ноды, которые можно делегировать. Более 1000 нодов делегировано нам в CryptoFactor. Просто чтобы вы знали. Я тесно связан с этим. Есть и другие опции, такие как PAL и так далее. Hype и Cookie — это очевидные варианты. Vader — это тоже очевидный вариант, на мой взгляд. AI-Tech. Смотрите, она превосходит биткоин. Но если сравнивать монеты с долларами США, то картина совсем другая. Ну ладно, почти такая же. Но вы видите, что я имею в виду. Дело в том, что ChainGPT превосходит доллар, но не биткоин, если это имеет смысл.
Можно посмотреть на дневную картинку. Видно, что S превосходит биткоин. Но нужно подождать и смотреть. Снова видим куки, хайп. Мы смотрим разные временные промежутки и видим, какие монеты выделяются, если это имеет смысл. Если говорить о мемкоинах, то единственный превзошедший биткоин за месяц — это Чилгай. Все остальное снижается. Конечно, по отношению к доллару США все это должно быть хорошо. Да, у Dodge все хорошо, и это те монеты, на которые я делаю ставку. Я делаю ставку на Dodge и немного на Чилгай. Нужно ли мне продавать Бред? Перейдем на годовую страницу. У Snag все хорошо по отношению к USD. Переключимся на BTC. У Snag все хорошо, у Dodge не очень. Значит ли это, что надо продавать? Нет. Но это значит, что надо принять меры предосторожности. Возможно, Snag связана с ADA. Если вы верите, что ADA взлетит, то хранение Snag принесет вам даже больше прибыли, чем ADA. И если ADA вырастет, то Snag вырастет еще сильнее. Это имеет смысл. Если это имеет смысл, так? В общем, вот на что я смотрю. Сезон нескольких альткоинов. Но если вы хотите больше узнать про время и конкретные монеты, на которые я смотрю, то убедитесь, что посмотрели первую часть этого ролика. Поверьте, вы не хотите его пропустить. Точно не хотите. Смотрите это видео. Увидимся в следующем ролике. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru.